Здравствуйте, друзья! Значит, хочу с вами поделиться такой штукой. Вот в магазине в Польше, во всяком случае, когда покупали эту кинопленку, не могли никак выяснить, какая же здесь перфорация. Написано 16 мм, но DS8. DS8, как бы я понял, что здесь Супер 8 перфорация, но на рисунке здесь видно обычная, тут односторонняя перфорация, тут двусторонняя перфорация с обычной перфорацией для 16 мм пленки. Значит, попросили мы, конечно, несколько раз попросили продавца. Он сказал, что он не знает, он скорее всего, что вот такая. В итоге мы попросили его в темноте разрезать, кусочек отрезать пленочки, чтобы узнать, действительно ли здесь Супер 8, двойная Супер 8. 30 метров. Ну, как бы по цене она более выгоднее получалась. Это раз. Во-вторых, самое главное, что почему мы именно эту взяли, а не 10-метровую, где уже точно знали. Потому что ее можно разрезать в темноте, значит, на Супер 8, и у нас получится 60 метров, да, 30 и 30. Это как раз, если по 15 метров в кассету, будет полная кассета. А 10-метровые нас не устраивали, потому что там всего лишь 10 метров, и этими кусочками играться, ну, для многоразовых кассет, я имею в виду. Значит, в итоге вот получилось, что вот такая пленочка внутри. Вот это у нас именно вот в этой коробке была, да, находится. А вот у нас 16 миллиметров с обычной перфорацией. Вот, разницу видите, да? То есть и перфорационные дырочки у нас больше размером. Так что если у кого Супер 8 камер типа кварца 5, по-моему, или 3, уже не помню. Ну, короче, 2 на 8 Супер. Либо если вы, либо как я буду заправлять вот в такие кассеты многоразовые. То вариант покупать такую можете смело. Здесь находится именно Double Супер 8, двойная Супер 8. Вот такая вот кинопленка. И в темноте мы можем ее разрезать. Ну, в общем, не знаю, дойдет, не дойдет. Не дойдет, наверное. Ну, в общем, вот наши две Супер 8 кинопленки получаются у нас. Вот такие вот они у нас. Именно для вот таких кассет. И все, можно потом смело заряжать и снимать кино. Она вот упакована здесь у нас так. Еще хочу сказать по поводу, еще неизвестно, что у нас с ней получится, потому что все-таки в аэропорту в Кракове заставили пройти через, значит, рентген, поэтому, ну, как бы обещали, что до 1000 ISO типа не страшно. Но я понимаю, что все равно какую-то дозу излучения она получила. Мы посмотрим это потом при съемке. У меня есть, значит, фомопан отснятая, которая переправлялась на колесах. И есть вот это вот по воздуху. Она именно прошла через, значит, через рентген. Вроде бы как современный, менее опасный для фотокинопленок. Ну, посмотрим. Рискнули. Посмотрим, что получится. Значит, здесь находится 30 метров, либо 60 метров, либо 4 вот такие кассетки мы можем зарядить вот этой кинопленкой. Вот этой. Значит, TS8 это именно перфорация не та, что здесь нарисована, нет, а она двойная Супер 8. Вот здесь она находится, вот такая вот. Но не разрезанная. То есть вы можете потом разрезать и конечно, в темноте, в полной
зарядитель сюда. Тут нужно обязательно катушечку, иначе витки зажмут, и потом она не пойдет никуда. Подписывайтесь, кто не подписался, будем что-то еще уже будем снимать. Какая-то кинопленка есть, еще пришли средний формат тоже. Через тот же рентген пропущенный, посмотрим, что с ним получится. Фомапан 100 единиц, как и это, 100 единиц. Все, друзья, до встречи. Всего вам хорошего.